4, 3, 2, 1. И go. Так, добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на ивент от Minsk Java Community. Это Handmade Spring Boot Starter, про который нам сегодня расскажет Тимофей Зубков. Если вы пишете на Java, то с большой вероятностью вы уже сталкивались, либо столкнетесь с этой темой. Давайте подождем буквально несколько секунд. Может быть, больше людей к нам присоединится. Ну, в любом случае, я думаю, больше людей подключится по ходу дела. До того, как Тимофей начнет, я хочу сделать небольшой анонс о формате, в котором сегодня будет проходить ивент. Так как это будет лайв-кодинг-сессия, и мы хотим вложиться в отведенное время, то по ходу дела Тимофей не будет отвечать на вопросы, но у нас будет время, где-то минут 15-30 в конце сессии, где мы обязательно ответим на все вопросы. Также, я думаю, в конце лайв-кодинг-сессии у нас будет небольшая пауза, где мы разыграем худи и кружку Admin Java Community в рамках розыгрыша в Instagram. Кому интересно, то, пожалуйста, подписывайтесь. Там можно найти информацию, как все еще можно выиграть эти призы. И последний апдейт на сегодня от меня. Мы хотим, чтобы было много интересных вопросов, и за самый интересный вопрос по сегодняшней теме мы подарим ключ от IntelliJ IDEA Ultimate версии. Так что смотрите стрим и задавайте вопросы в чат стрима. Я думаю, что мы готовы, Тимофей, поэтому передаю тебе слово. Окей. Приветствую всех на Handmade Spring Boot Starter. Меня зовут Зубков Тимофей. Работаю я в Санкт-Петербургском офисе EPAM. Пишу на Java с 2013 года. Все присутствующие здесь пользуются Spring Boot, и я уверен, что все вы уже подключали к себе, наверное, да, в проект стартеры, веб-стартеры, тест-стартеры, в общем, и так далее. И получали возможность быстрого старта в разработке вашего приложения. Но иногда мы сталкиваемся с такой ситуацией, что нам необходим свой стартер, чтобы вынести в него повторяющиеся конфигурации, настройки, в общем, все то, что называется cross-cutting concerns. Это логинг, трейсинг, authentication, validation и так далее. И сегодня мы с вами его напишем. Но сперва давайте все-таки вспомним, что же такое Spring Boot Starter. Это некая библиотека, а не самодостаточное приложение. То есть, иными словами, это некое дополнение к вашему приложению. Может выступать также в качестве удобного дескриптора необходимых зависимостей и предоставляет автоматическую, полуавтоматическую конфигурацию контекста приложения. Ну что ж, приступим непосредственно к обещанной демонстрации. Задача поставлена следующим образом. Реализовать некое расширение для сервиса, которое позволяет логировать входящие HTTP-запросы. Необходимо иметь возможность конфигурирования доступных параметров и отключения данного расширения. С вашего позволения, перейдем тогда непосредственно к кодингу. Так. Ну что ж, нам потребуется новый проект. Погнали. Будем использовать Spring Initializer. Com и PAM demo. Логинг. В качестве description немножко подкорректируем. Все-таки про стартер идет разговор. Да, все так. Ничего импортировать из зависимости не будем. Да, название проекта так. Локация та же самая. Good. Супер. Перейдем в Presentation Mode. И помчим. Да, все круто. Итак,
Мы будем с вами использовать один проект, и в этом проекте будет находиться два модуля. Один модуль для стартера, второй модуль для сервиса, который будет использовать данный стартер. Это ни в коем случае не является критерием, как надо писать свои стартеры. Это чисто лишь для демонстрационных целей, чтобы не тратить время на переключение между проектами, не листать экраны операционной системы. Итак, предварительная подготовка. Давайте удалим все то, что было сделано автоматическим с помощью initializer. Из POM.xml, из билд-скрипта parent проекта выкинем все зависимости и все плагины, которые там есть, потому что нам это не нужно будет. И начнем создавать. Первым делом, что мы создадим? Мы создадим модуль для нашего стартера. Называться он будет Logging Starter, потому что у нас было такое задание. Итак, Logging Starter. Заходим и вспоминаем, что от нас требуется. Задание было такое, чтобы мы логировали HTTP-запросы. Первая зависимость, которая нам потребуется, это, наверное, вы все догадались. Если это HTTP, то Spring Boot Starter Web. Да? Good. Делаем реимпорт. Все. Теперь идем сюда. И что мы создаем? Мы создаем конфигурацию. com epam demo logging starter пакет. Дальше пакет autoconfigure. И дальше имя класса logging autoconfiguration. Так, не налажалось название? Нет, все good. Помчали. Итак, логировать HTTP-запросы. Что это такое? С помощью чего мы это можем вообще сделать? Естественно, что первое, что приходит на ум, использовать какой-то фильтр. И на счастье у нас есть реализация, которая поставляется с Spring Web, и называется она как Commands Request Logging Filter. Давайте его создадим как bin. Good. Все, есть. Что еще потребуется? Необходимо создать некий дескриптор. С таким названием Spring Factories в каталоге MetaInf, где мы попросим, или точнее сообщим ему, что автоконфигурацией в нашем случае является вот такой вот класс, который мы здесь указали. Пускай у нас сейчас один, но это необходимо сделать. Так, сделали. Дальше. Со стартером на этом, на самом деле, здесь все. Больше тут делать ничего не нужно. Переходим к написанию сервиса, который будет использовать наш с вами стартер. Пускай это будет signature сервис с таким названием. Как пример, в качестве сервиса будем отправлять запрос с телом, где мы будем указывать header, тело сообщения плюс имя. И ответом на данный запрос будем возвращать сообщение, сформированное с подписью. Давайте это как раз сейчас реализуем. Что нам потребуется из зависимостей? Из зависимостей, с того, что сейчас сказал, нам точно потребуется, опять же, тот же самый Spring Boot Starter Web. Good. Также нам потребуется зависимость на наш с вами стартер. Давайте его добавим. Отлично. И для удобства работы из консоли давайте добавим плагин, Spring Boot Maven плагин. Окей. Артефакт. Spring Boot Maven плагин. Группа ID. Org. Все, отлично. Делаем реимпорт всей этой красоты.
И переходим к написанию непосредственно классов. Итак, начнем с самого главного, да? Комы, пам, демо. Да что такое? Логинг. Вспоминаем дальше. У нас тут будет signature. Отдельный пакет, отличающийся от стартера. Это обязательно одно из обязательных условий. Дальше сам класс, да? Signature, service, application. Вроде не налажали. Spring Boot Application аннотация, всем известная. Private Static Void Main, Spring Application, Run, передаем наш класс туда. В общем, все и так знаете. Дальше, как я уже сказал, мы будем принимать тело, в котором указаны header, тело сообщения плюс имя пользователя. И для этого нам потребуется DTO-объект. Давайте создадим его. Пускай он будет называться message. И давайте намутим в нем поля. String header. Та же самая штука, но body. Та же самая штука, но username. Давайте здесь нагенерируем геттеров и сеттеров по-быстренькому. Все отлично. Ну и пойдем реализовывать контроллер. Да? Пакет контроллер. Называться он будет signature controller. Да, все так. Итак, ну, опять же, да, тут никакой магии, все тот же аннотация REST контроллер, всем известная. Дальше, паблик. Возвращать, конечно же, будем string. Имя метода будет getSigned message. Пускай так. Маппинг какой? Постмаппинг. Находиться мы будем по следующему адресу. API version 1 signature. Request body у нас будет message. Называться он будет message. Да, будем использовать этот. Итак, что будем возвращать? Возвращать будем следующую штуку. Header, как уже писали. Дальше мы делаем отступы, разделение. Дальше мы используем body. Опять делаем хорошее разделение. Потом у нас идет непосредственно маленькая коротенечкая подпись best regards. И добавляем сюда username как завершение. Кроме этого, нам с вами необходимо добавить лог. Лог сообщения о том, что мы здесь с вами зашли в этот контроллер и выполняем операцию. Это нам потребуется для дальнейшего трэблшутинга и ответов на вопросы. Давайте это сделаем. Static final logger logger factory. Вот она. Get logger. Signature controller класс. Все, good. Ну, давайте здесь это добавим. Info. Applying. Signature for message. Signature to message for user name. И выведем его сюда. Message get username. Шикарно. Здесь мы вроде бы все сделали. Тоже все решили. Так, важный нюанс остался. Да? Логер-то мы с вами добавили. Какие у него преимущества, что он дает и как он вообще работает. Если посмотреть на его имплементацию, то мы увидим, что он логирует под уровнем debug. Поэтому нам необходимо его включить, чтобы мы это с вами смогли увидеть. Поэтому давайте создадим что? Создадим файлик application properties и укажем там правильный debug level. Так. Org, Spring, Framework, Web, да, потом нет фильтра, кажется, да, и Commons Request,
будет дебаг. Супер. Вроде бы все. Да. Погнали теперь проверять, ничего ли мы тут не наколбасили. Ну, первым делом скомпилируем и посмотрим, соберем все это дело. Так, все собралось. Это хороший знак. Дальше. Указываем signature, service, говорим плагин Spring Boot, указываем его goal, и на этом все. Дальше это заготовки. Запускаемся. Так, супер. Мы видим, что приложение поднялось. Мы также видим, что наш request login фильтр получается, попал в контекст. Это тоже хороший знак. Давайте еще сделаем парочку дополнений. Будем запускать следующий запрос с периодичностью 10 секунд на адрес API version 1 signature. Следующим телом запроса хедером является greetings, body hi there и username Harry. И давайте смотреть. Итак, мы получаем респонс с нашей подписью, то есть то, что мы и ожидали в контроллере. Это значит, что у нас все работает. Да? А давайте смотреть, сработал ли наш стартер. Так, что мы видим? Мы видим сообщение, которое у нас находилось в контроллере, и оно обернуто с как бы до и после сообщениями, которые выводит нам Comments Request Login Filter. То есть все заработало. Мы видим сообщение до обработки запроса и после обработки запроса. Давайте теперь разбираться с этой магией, как вообще такое получилось. Итак, что у нас есть? Мы с вами создали конфигурацию. В нее добавили фильтр, поместили его в контекст. Также указали дескриптор, который указал, что является автоконфигурацией. Далее мы эту библиотеку указали как зависимость для нашего сервиса. Да? Вот мы ее указали. Сам application. Указали нотацию Spring Boot Application. Здесь она тянет за собой Enable Auto Configuration, которая за собой тянет Import Selector, который в свою очередь использует Spring Factories Loader и сканирует все наши артефакты на наличие вот того вот имени, того дескриптора, meta-in Spring Factories. Давайте найдем это. Заходим сюда, ищем Candidate Configurations, видим Spring Factories Loader, заходим вовнутрь, и вот здесь вот у нас есть то вот самое название файла, которое мы с вами указывали. В принципе, все, магия раскрыта, поэтому давайте пойдемте дальше. Что нам требуется? Вспоминаем условия задачи. Нам необходимо сделать так, чтобы наше расширение было конфигурируемым. И под конфигурируемым я понимаю настройку этого самого фильтра. Пойдемте это делать. Итак, что мы можем в нем наконфигурировать? А есть у нас следующий набор опций. Можно указать before message suffix, after message suffix, before message prefix, after message prefix. Можно сказать, чтобы мы включали payload, чтобы он был залогирован, и указать максимальную длину payload, которую можно залогировать. Мы из этого используем все. Давайте приступим. Добавим before message prefix и сделаем его вот такой вот переменной. То же самое будем использовать такой же для автомessage префикса. Заменим на пустое значение before message suffix. И то же самое укажем для автомessage суффикса. Давайте с вами все-таки поправим, да, и добавим параметр. Отлично. И да, как я и говорил, мы используем все, поэтому set include payload у нас будет true. Мы его не будем конфигурировать, у нас будет hardcode. И зато вот max payload length у нас будет как конфигурируемый. Да, с именем вроде не налажал. Отлично. Ну, тут возникает вопрос, откуда взять эти значения? Да? Ну и самое первое, что приходит в голову, это вот использование таких аннотаций. Давайте и заиспользуем их.
будем использовать следующие названия пропертей. Будет домен главный демо, поддомен логинг, ну и дальше message, префикс. И давайте дефолтное значение поставим. Скажем, что это будет стартер, знак больше и пробел. То же самое давайте намутим и для payload length. Окей, тот же самый домен, тот же самый поддомен, но добавляем еще дополнительный экстра поддомен под названием payload. И здесь укажем max length. Облажались. Так, good. Дефолтное значение, ну давайте соточку. Так, good. Все, здесь все указали. Помчали проверять тогда. Итак, мы внесли изменения. Нам необходимо пересобраться, потому что изменился стартер. И давайте запускаться. Итак, мы с вами видим следующее, да? Мы с вами видим, что теперь сообщение до и после сообщения из контроллера обернуто следующего формата. Начинается со стартера, знак больше, и дальше идет тип, точнее, verb запроса, сам endpoint, и в конце также мы еще печатаем и payload целиком. Отлично. Но что нам не хватает? Да? Не хватает описания того, вообще какая конфигурация запустилась, что мы использовали. То есть для дальнейшего трэблшутинга это будет очень полезно. И давайте это добавим сюда. Также с помощью логинга добавим информацию, выведем ее в лог. Get logger, logging auto configuration класс. Супер. И здесь ничего лишнего не делаем, это только принесет нам пользу, потому что необходимо понимать, какой конфигурации мы запускаемся. Это чтобы отвечать на вопросы, все ли правильно было передано, правильные значения зашли. То есть очень подручненько получится. Using following configuration. Good. Message префикс. И сюда еще добавим max payload length. Отлично. Так, и передадим их сюда. Message префикс и max payload length. Все, супер. Давайте остановимся. Раз мы опять промодернизировали наш стартер, давайте теперь соберемся. Но теперь, кроме того, чтобы просто запустить, давайте поменяем какие-то конфигурационные значения, потому что все, что мы видели из лога, мы запускались со значениями, которые были проставлены by default с помощью аннотации value. А давайте исправим эту ситуацию и скажем, что demo logging message префикс теперь будет не стартер, а будет, допустим, сервис с тем же самым форматом. И логинг message, не message, а payload max length. Да, вспоминаю, что у нас именно таким образом было выставлено значение для max payload length переменной. Пускай будет 80. И давайте теперь с этим делом мы как раз и запустимся. Ничего не пересобирая, потому что эти property относятся к сервису. Да? Мы ничего в стартере не меняли. Итак, что мы видим? Мы видим сообщение, во-первых, в логе о том, что используем текущую конфигурацию. Это то, что мы выводили для трэблшутинга нашей конфигурации. Итак, сервис. Также видим, что указан max payload length 80. И сообщения, которые идут до и после обработки запроса, выглядят теми же самыми. Мы указали сервис, и никакой это не стартер теперь. Да? 80 символов все равно еще подпадают под того, чтобы вывести payload полностью.
Отлично. Дальше. Что от нас еще требуется? Вспоминаем. Наше расширение должно быть отключаемым. Как же это сделать? А в этом нам с вами поможет еще одна чудесная аннотация вот с такого вот формата. Conditional on property. И будем мы использовать тот же самый домен demo-logging, но название property будет enabled. Having value пускай будет true. И, потому что по семантике, да, enabled это все-таки boolean. И match if missing true. Что это значит? Это значит, в случае, если мы явно указали переменную demo-logging enabled как true, или же вообще не указали совсем, то значит, что данная конфигурация будет применена. Если же мы этого не сделали, то конфигурация применена не будет. Пойдемте проверять. Итак, пересобираемся, потому что мы внесли изменения в конфигурацию стартера. И запускаемся. Проверить, что мы не налажали и ничего не сломается, что действительно работает. Так, супер, запустились, и у нас есть и сообщение из автоконфигурации о том, с какой конфигурацией мы запустились. Да, вот оно повыше. И сообщение теперь логируется. В общем, все классно. Но мы же сказали, что конфигурация должна быть отключаемой. Пойдемте это дело настраивать. Demo logging enabled false. И вот теперь мы проверим, сработает ли это или нет. Запускаемся. Ничего не пересобираем, потому что мы изменили properties только. Итак, что мы первое видим? Да? Нету никакого сообщения о том, что из нашей автоконфигурации так, пардон. Мы где-то облажались. Да. Логинг. Все верно. Мы указали не то значение. Прошу прощения. Давайте еще раз перезапустимся. Итак, да, теперь больше похоже на правду. У нас нету сообщений из автоконфигурации. Это значит, что она не добавилась в контекст и не были бины проинициализированы. Также мы видим сообщение о том, что наш фильтр добавлен в контекст. И еще подтверждением является то, что наши сообщения больше не обернуты до и после сервис с методом запроса плюс endpoint. Да, поэтому, по сути, все, MVP готов, можно давать в продакшн, и как бы на этом можно заканчивать, да, текущую демонстрацию. Но прилетело следующее требование. Говорят, что не совсем это поддерживаемо. Хотят добавить type safety в использование пропертей. Хотят видеть некий контейнер, который будет использоваться вместо перечисления one by one всех переменных с помощью аннотации собака value. Давайте исправлять эту ситуацию. Что нам в этом поможет? Нам с вами поможет непосредственно создание вот такой вот контейнер для этих пропертей под названием logging properties. Их мы добавим в аннотацию configuration properties, где скажем, что demo logging это та часть доменного имени пропертей, которая является общей для наших значений, которые мы используем для конфигурации. Да? Далее, что нам здесь потребуется? Нам необходимо будет перечислить все наши property, которые мы используем для конфигурации. Первое, что вспоминается, да, это message, префикс. Отлично. Дефолтное значение какое у него было? Кажется, стартер, знак больше и пробел. Да? Облажались кавычками. Good. Дальше что было? Был некий поддомен payload. Давайте так его оставим. Отлично. Давайте теперь создадим его как внутренний класс.
И вспоминаем, что у него тоже был вот такая вот property. Это был integer, и назывался он max length. Да? Отлично. Дефолтное значение какое у него было? Давайте вспоминать. 100, кажется, да? Все. Создаем геттеры и сеттеры для этих полей, которые добавили. То же самое делаем для нашего верхнего уровня. Добавили. Дальше переходим в нашу конфигурацию. Ну, заменяем, да, все то, что указывали one by one. Теперь будем использовать для этого некий контейнер. Properties. Давайте передадим эти значения сюда. Так, отлично. Здесь такая же ситуация. Get payload и get max length. Отличненько. Давайте ее также укажем в логах. Properties. Get message prefix. Шикарно. Все здесь указали, заменили, но что осталось не сделанным? Spring Context не знает, а где взять этот логин properties. Мы его нигде не объявляли как bin. И для этого у нас есть вот такая вот сподручная аннотация, где мы просто передаем класс этого configuration properties, и контекст поймет, что его необходимо проинициализировать и смапить значения в соответствии с доменными именами, которые мы указали, и с именами полей. Ну что, пойдемте проверять, как вообще это все перформит. Пересобираем наш проект, потому что мы изменили стартер. И давайте запускаться. Итак, да, мы запускаемся. Опять ничего не видим. А почему? А потому что мы с вами провафлили вот такую часть. Да? Кто будет возвращать обратно все? Возвращаемся обратно. Запускаем только сам сервис. Ничего не пересобираем. Good. У нас с вами появилась информация из нашей автоконфигурации. Значения, которые там фигурируют, они полностью соответствуют тому, что мы здесь указывали. То есть действительно мы с рефакторингом не облажались. Это уже плюс. И видим также подтверждение вторичное, да, что сообщение из контроллера обернуто до и после обработки запроса теми же значениями, которые мы с вами указали. Это победа, то есть мы добились, решили поставленную задачу. Но недолго музыка играла, пришли следующие требования. Сказали, что как бы все, конечно, хорошо, но подсказок никаких не хватает. Только ты один, как мейнтейнер этого стартера, можешь знать о них. Все остальным очень сложно понять, что можно конфигурировать, как этим можно пользоваться. И все вытекающие отсюда последствия, да. Поэтому сказали, что появились дескрипшены, появились информация, какие дефолтные значения вообще есть, что можно использовать, чтобы можно было пользоваться подсказками IDE. И это тоже есть решение, и в этом нам с вами поможет следующее. Нам необходимо добраться до зависимостей нашего стартера и добавить следующую зависимость под названием Spring Boot Configuration Processor. Да, длинный. Итак, Configuration процессор что из себя представляет? Это annotation процессор. А как мы все знаем, annotation процессор должен быть использован вот с такой вот опцией, потому что он нужен только на этапе компиляции. Никакой этап рантайма нас не интересует в его нахождении. Поэтому только так. Делаем реимпорт. Переходим обратно в login properties и добавляем вот такие вот вещи. Нужно добавить JavaDoc. Всего-навсего. Давайте распишем. Message префикс. For
for message prefix that will be used for request logging. Отлично. Ту же самую картину нам с вами необходимо сделать и для нашего payload. Прошу прощения. Payloads max length that should be logged. Отлично. Да, больше нигде вот не ошиблись. Переходим, пересобираем, потому что мы с вами изменили конфигурацию стартера. И пойдем наблюдать, действительно ли все получилось. Да? Итак, ну первое, что мы можем увидеть, оранжевые выделения пропали. Пробуем short description, действительно он есть, и тут находится то сообщение, которое мы с вами указали. Также можно заметить, да, дефолт назначение прописано. Та же самая песня и для payload max length. То есть прям успех, но успех не дошел до demo logging enabled. Он до сих пор не предоставляет вообще ничего. Вы можете как бы своевременно сказать, ребята, ну мы же ничего JavaDoc не добавляли для этой property, и вообще нету в logging properties. И на самом деле ей особо и нет там места в logging properties, потому что мы ее не используем для конфигурации нашей, для использования, точнее для конфигурации нашего common request login фильтра. Как мы можем в этой ситуации поступить, да, чтобы не указывать ее и там, ну и предоставить ей некий описание, да, description. В этом нам поможет следующий файл. Вот он будет очень длинным. Сейчас попытаюсь его additional spring configuration metadata JSON. Так. Да, good. Так, мы видим gutter. Это хороший знак, значит, что IntelliJ IDEA распознала и подтвердила, что я все правильно написал. Итак, у него есть структура JSON, поле properties, которое является массивом, и массив содержит описание пропертей. Давайте добавим эти описания. Под неймом, да, что будем указывать? Demo, logging, enabled. Супер. Type. Давайте по семантике это все-таки у нас boolean, поэтому поставим boolean. Так, default value. Ну, вспоминаем, match if missing true, да, это соразмерно default value true. И самое важное это description. Не поскупитесь на хорошие описания, потому что это сохранит не только время вам, но и тем, кто будет разбираться с вашим стартером. Whether logging auto configuration should be enabled or not. Good. Все. Помчали пересобирать, потому что внесли изменения. И теперь погнали смотреть application properties скорее. Итак, ну, description появился, все супер. Добились того, чего хотели. Теперь небольшая ремарочка касательно всех этих дескрипшенов. Естественно, что это связано с поддержкой IDE данного фреймворка. И каким-то образом IDE должно быть сообщено об этой метаинформации о пропертях. Да? Где же их искать? Они находятся вот здесь, вот в этом файлике, который, по сути, из себя представляет агрегацию того, что собрано автоматически annotation процессором под JavaDoc, и то, что мы указали с вами вручную в этом файлике. Давайте пронаблюдаем это. Так, отлично. Итак, что мы видим? Да? Properties, ручное описание, автоматическое описание с помощью JavaDoc. В принципе, все. Из еще одной ремарки. Данная функциональность предоставляется IntelliJ IDEA Ultimate только и Spring Tool Suite у Eclipse. Кажется, там еще есть Visual Studio, где поддерживается Spring Tool Suite. В общем, вот. Только вот такие ограничения накладываются, к сожалению. Касательно IDE, да, никакой Community Edition вам не предоставит этих дескрипшенов, подсказок. Но зато у вас будут файлики, которые вы можете посмотреть и найти необходимое описание. Окей.
Дальше. Дальше прилетело следующее, что у ребят появились потребности указывать значения данные не только с помощью application properties, а также с помощью, во-первых, различных кейсов. Мы с вами использовали только на текущий момент, у нас был только, давайте покажу, у нас был с вами только kebab кейс, да, это вот дефис, да, между словами как разделитель, в общем, шашлычок. Хотят использовать camel кейс, хотят использовать Pascal кейс, хотят использовать вообще Snake кейс и разные источники указаний пропертей, такие как application properties, command line arguments, environment variables, system properties. В общем, целый набор требований. И на самом деле нам почти что ничего делать и не нужно будет, потому что все это идет из коробки. И все это заправлено под соусом Relax Binding. Давайте покажу на примере, что это себя представляет. Итак, кебаб кейс и его парсинг мы уже с вами разобрали, работает нормально. Давайте посмотрим на camel кейс. Да, все помним горбы верблюда, да, соединение между словами. Дальше, Pascal кейс. Что это за зверь такой? Это вот такой зверь. Каждое слово начинается с большой буквы. Ну, давайте посмотрим, что вот это вот, как вообще, съест, не съест, сработает, не сработает. Так, вроде бы переживал, да? Вот мы видим message prefix service max payload length 80. То есть то, что заказывали, и это реально отличается от дефолтных значений, потому что дефолтные значения были стартер и соточка. Ну, это успех. Давайте дальше. Что у нас еще было? Хотят указывать через, допустим, command line arguments. Как это сделать? А у нас есть вот такая вот вещь. Мы будем использовать Spring Boot Maven плагин опции и передадим туда command line argument, соответствующий payload max length и значение 150. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Запустится, не запустится, жует, не жует. Итак, действительно все переживал. И что мы видим? 150 вместо 80 и даже не 100. На какую мысль это наталкивает? Это наталкивает на мысль, что command line arguments являются приоритетным источником по сравнению с application properties, и уж тем более с дефолтными значениями. Таким образом, можно будет комбинировать различные источники друг с другом и учитывать их очередность применения и получать хорошие, интересные композиции формирования конечных пропертей, которые будут предоставлены сервису. Давайте теперь попробуем следующий момент. Что если мы используем environment variables? Мы все знаем, что environment variables использует кричащий кейс. Это snake кейс, да, демо, logging. Что у нас дальше было? Payload, max, length. Давайте ему закинем, пускай будет также 150. В чем его суть? Да? Любые слова, любые дефисы, точки заменяются на нижнее подчеркивание, и все идет в заглавными буквами. Ну, погнали. Так, это реально работает. Опять max payload length 150, то есть все распарсилось корректно. И мы опять видим, да, что environment variables имеют больший приоритет по сравнению с application properties. В принципе, с этой частью все. Мы здесь закончили. Но недолго все это проработало. Пришло следующее требование. Хотят иметь контроль над значениями, которые можно передавать в наш стартер. Зачем это потребовалось? Появилась такая ситуация, что начали логировать очень большие тела сообщений, и это стало бесконтрольным. То есть лог быстро засорился, потому что можно указывать разную длину, не только 80 и не только 100, которые по умолчанию, а гораздо больше. Поэтому хотят нести ограничения и применить fail-fast подход, чтобы сразу же сервис падал, если значение соответствует констрейнтам выставленным.
Что нам с вами в этом поможет? Нам с вами в этом поможет еще одна чудесная зависимость. Давайте ее добавлять. Называется она Hibernate Validator. Давайте закинем. Сделаем реимпорт. И погнали вносить изменения в Logging Properties. Итак, первое, что нужно будет внести. Нужно будет здесь добавить вот такую вот аннотацию validated, подсветить ее для нашего контекста и для Hibernate Validator, сообщив ему, что, мол, вот bin, который необходимо проверить на соблюдение валидационных констрейнтов. Давайте эти констрейнты теперь накручивать. Первое, что накрутим, для message префикса, он должен быть не пустым. Что еще хотелось бы добавить? Давайте размерчик ему докинем. Скажем, что минимальный размер 4 символа, а максимальный пускай будет 20. Что касается payload, необходимо также подсказать валидатору, что необходимо спуститься на уровень ниже в поля этого объекта и проверить их на соответствие валидационному констрейнту. Пойдемте докидывать эти констрейнты. Что будем использовать? Ну, первое, что приходит на ум, да, позитив. Длина должна быть, никак не негатив. Второе. Что еще? Давайте укажем максимальное значение, что от нас особо и требовалось. Давайте поставим, пусть будет 100. И вот так вот. Все, давайте теперь пойдем проверять. Пересобираем всю нашу красоту. Good, пересобрали. Дальше вспоминаем. Что вспоминаем? Давайте сначала убедимся, что у нас вообще все запустится. А то сейчас тут... Итак, мы запустились. Значения, которые мы указывали, да, в пропертях, они не нарушают наши констрейнты. Сервис больше, чем 4 символа. 80, значение 80 находится, оно больше нуля и меньше 100. Вроде бы все good. Но давайте проверим, реально ли все работает. Давайте здесь укажем вот такой вот. 3 символа больше. И давайте с этим делом запустимся. Проверим, как оно зайдет. Итак, это уже хороший знак, что мы свалились. Осталось убедиться, по той или причине. Да, причина та. У нас проблема с bind exception. Он является нашим root-козом. Он завалил контекст. И с каким описанием он завалил контекст? У нас есть проблемная property, demo logging message prefix. Значение у нее 3 знака больше. Источником является application properties в класс Pace. Вторая линия 28 символ, откуда у нас начинается, прошу прощения, откуда у нас начинается значение. Так, application properties. Так. Ага. Да, причиной является размер. Значение должно быть от 4, между 4 и 20. Теперь давайте вернем все это. Да, я же тут натворил делов. Что у меня было? Я сейчас сам запереживал. У меня были строчки поменены, но запускали мы с вами совершенно другим форматом. Да? Мы запускали его с вами вот с таким форматом. Давайте еще раз для чистоты эксперимента перезапустим, чтобы я ничего лишнего не напутал. Да, все так. Тот же самый диапазон расположения, вторая линия, 28 символ. Все так, да, все хорошо. И размер у нас должен быть от 4 до 20 символов. Мы не вписываемся. Окей, хорошо, значит, давайте это все вернем обратно. Пускай будет сервис такой, как есть. Но мы нарушим constraint с длиной. Давайте это запустим. Так, мы свалились. Причина похожая, но отличается property, отличается значение. Источник тот же самый, но третья линия, 32 символ. Это уже похоже на правду. И причиной должен быть меньше, чем 100 или равен 100. Отлично. Но вы можете сказать, а что если мы это все передадим через другой источник?
Допустим, вот такой вот. И скажем, что здесь теперь через command line arguments мы передадим значение 150, явно нарушающее constraint. Что же будет? Давайте запустим. Итак, мы свалились. Сообщение прям идентично, очень похоже на предыдущее, но в чем разница? Разница в другом источнике. Мы теперь явно нам сказано, что это command line arguments и никак не application properties в класс Pace. Что это нам дает? Это очень классный тул для трэблшутинга, прямо очень классная фича. Вы всегда можете понять из набора источников, которые подключаете к вашему сервису, что зафакапило весь запуск вашего приложения, кто является виновником и где его искать. Не итерируясь по всем источникам one by one, а сразу же понимая, кто налажал. Отлично. Fail-fast подход реализован. Ребята довольны. Но теперь я сам недоволен. Надоело постоянно заниматься рестартом приложения, пересборкой стартера и хождениями туда-сюда обратно. Я думаю, вы понимаете, на какую мысль я вас навожу. Нам не нужны тесты, нужна пирамида правильно выстроенная. Да? Я надеюсь, что вы все умеете выстраивать пирамиду, и речь сейчас не пойдет про юнит-тесты, их нужно делать всегда. Я сейчас попытаюсь акцентировать внимание на интеграционных тестах. И для этого нам с вами потребуется, как вы все уже могли догадаться, потребуется нам с вами вот такая вот зависимость. Spring Boot Starter Test. Отлично. Реимпорт. И помчали реализовывать. Давайте реализуем класс. Итак, com epam demo logging starter. Ох, блин. Auto configure. Отлично. И logging auto configuration. Pardon. IT. Интеграционный тест. С вашего позволения, я буду использовать уже заготовленные заготовочки, потому что, чтобы сэкономить время, но обязательно пройдемся по каждой из них и обсудим в деталях, что за что отвечает. Итак, давайте напишем положительный тест. Что он нам дает? Да? Давайте поочередно. У нас есть некий Web Application Context Runner, которому мы передаем нашу автоконфигурацию. Кроме передачи автоконфигурации, данный раннер имеет уйму возможностей. Можно передать user configuration, можно передать, сказать переопределение bin definition, можно указать bin напрямую, таким образом проинициализировать. Можно указывать class loaders, который будет отфильтровывать какие-то классы и эмулировать ситуацию недоступности какого-то класса в класс Pace. Можно указать свой initializer, указать parent, указать property values, system properties. В общем, вагон и маленькая тележка, которая позволяет вам смоделировать любую ситуацию, в которой вы хотите проверить работоспособность вашего стартера и спать спокойно по ночам. Далее что мы делаем? Мы запускаем контекст и убеждаемся, что наш контекст не свалился, что у него есть bin в единственном экземпляре типа Commons Request Login Filter, что у него есть bin Login Properties тоже в единственном экземпляре, и что этот bin не содержит нулевых полей. Ну, давайте запустим. Итак, шикарный тест прошел, это значит, что я не облажался, это очень классно. Давайте теперь напишем негативный тест. Да? Что мы здесь будем вытворять? Мы немножко, почти что все то же самое, но кроме указания автоконфигурации, мы еще передаем заведомо некорректные property values, а именно message prefix у нас вот вообще один символ, да, явно не дотягивает до 4. Что мы проверяем дальше? Мы убеждаемся, что контекст свалился. Причиной его падения является bin validation exception. И stack trace содержит информацию о том, что это message prefix field из нашего с вами login properties контейнера. Ну, давайте запускать. Итак, шикарный тест прошел, это значит, что я не облажался, это очень классно. Давайте теперь напишем негативный тест. Да?
Супер, тест прошел. Это значит, что я еще раз подтвердил, что я не налажал. Итак, мои опасения были верны, и хорошо, что я написал тесты, начал писать их здесь, потому что дальше пришло следующее требование. Ребята хотят переопределять мою автоконфигурацию, хотят указывать свой Commons Request Login Filter вместо того, который предоставляет annotation моя автоконфигурация. И давайте для этого нарисуем тест. Итак, пройдемся подробненько по нему, что я здесь пытаюсь сымитировать или симулировать, кому как удобней. Итак, я реализовал свою имплементацию, отнаследовавшись от Commons Request Login фильтра. И сказал, что теперь он будет логировать вне зависимости от лог-левела, который сейчас выставлен для данного логера. Дальше я этот лог, точнее данный фильтр, добавляю в контекст с помощью аннотации bin и использую мою test configuration, то есть буду использовать ее как user configuration. И дальше теперь я формирую Web Application Context Runner, чтобы проверить, все ли так получится у меня по требованиям ребят. Итак, конфигурацию добавил, автоконфигурацию добавляю свою конфигурацию и ожидаю следующее, что контекст у меня не должен упасть, что внутри него будет bin типа Commons Request Login Filter в единственном экземпляре, и что также в нем, внутри него будет bin типа myRequestLoginFilter в единственном экземпляре. Эти два условия делают следующее. Они проверяют, что там будет именно конфигурация, которую мы переопределили, и там не будет никакой другой конфигурации, потому что myRequestLoginFilter является наследником от Commons Request Login Filter. То есть это взаимоисключающее. И давайте попробуем это запустить, проверить, все ли запустится у меня. Так вот, тест мне сообщает, что нифига подобного, дружок. Что же не хватило нам? А не хватило нам следующего. Нам не хватило следующей аннотации. Conditional on missing bin. Что она нам дает? Она дает следующее. Перед тем, как применить добавить данный bin в контекст, будет проверено, есть ли уже bin с таким типом в контексте. Если его нет, только в этом случае данный bin будет добавлен в контекст. Если же он есть, то ничего добавлено не будет. Ну, раз мы тут все изменили, давайте попробуем запуститься. Поможет ли это? И действительно, это помогло. На этом с демонстрацией все. По сути, мы сделали все, что хотели. Давайте выйдем из Presentation мода и перейдем обратно к презентации. Итак, что в итоге у нас получилось? Мы создали с вами стартер с нуля, попробовали Relax Binding в действии. Также мы с вами применили валидацию Application Properties и Fail Fast подход в случае нарушения каких-либо ограничений. И даже покрыли немного тестами. В общем, одним словом, молодцы. Что касается плюсов и минусов использования стартеров. Из плюсов. Скрывает сложность конфигурации, предоставляет разумные значения по умолчанию, позволяет использовать так называемый подход с отложенным технику отложенного связывания. Это когда, например, вы хотите изменить настройки connection пула, допустим, какой-то вашей конфигурации на одном из окружений, и не запускайте всю цепочку CI/CD от начала до конца, начиная с внесения изменений в код, заканчивая сборкой, поставкой артефакта на нужный environment. А просто берете и перезапускаете данный сервис с нужными значениями, используя все возможный набор source properties, которые вам доступны на данном environment. Что касается минусов.
требует понимания принципов, которые лежат в основе вообще в основе данных, да, Spring Boot стартера для дальнейшей поддержки и внесения изменений в него. Здесь, в принципе, как и с любой другой технологией, ничего нового. Спасибо. Здесь контакты для связи и ссылка на код, продемонстрированный сегодня. И можно переходить к секции вопросов. Спасибо, Тимофей. Это было прям очень круто и познавательно. Давай дадим тебе пару минут передохнуть. Как раз ты почитаешь вопросы, подумаешь, у тебя будет время подумать, какой самый интересный. А у нас как раз есть время провести конкурс, розыгрыш, то, что мы объявляли в Инстаграм. А я сейчас пошарю экран, запущу рандомайзер. Так, мне нужно быстро посмотреть, сколько человек у нас участвовало. Так, я вижу, 18 человек участвовало. Разыгрываем мы, напоминаю, худи от MJC и кружку от MJC. Давайте первым делом разыграем худи. Так, у нас диапазон от 1 до 18. Сгенерировать. Ого, номер 1 выигрывает худи. А теперь попробуем разыграть. Кружку. И номер 2 достается кружка. Удивительно, но очень прикольно. Так. Тимофей, у тебя получилось подключиться к стриму, почитать вопросы? К сожалению, нет, я не могу найти ссылку. Я как раз написал Никите, и может кто-то скинет. Ну, ничего страшного, давай пока там это все ищется, может быть, я начну зачитывать, потому что вопросов у нас около 10, наверное, пришло. Да, давай. Так, давай, первый вопрос. Как часто возникает необходимость писать свой стартер и где возникает необходимость применять свои стартеры? Да, хороший вопрос. Смотрите, всегда, наверное, когда есть большое количество сервисов в проекте, да, микросервисная архитектура и все такое, мы замечаем, что большинство кода, который мы пишем, связан с конфигурацией чего-то, да. Под конфигурацией чего-то я имею конфигурацию cross-cutting concerns. Я уже их упоминал в самом начале. Это security, это validation, это логинг, это трейсинг. В общем, вот эта вот вещь, которая не связана с бизнес-логикой, а больше связана с конфигурацией некого транспорта, каких-то кросс-вещей через все лейеры проходящие, которые повторяются от сервиса к сервису. И здесь make sense вынести это в отдельную конфигурацию, чтобы один раз ее написать, протестировать и поддерживать, и дальше распространить на все остальные сервисы, которые пользуются, и не писать 10 велосипедов в каждом из сервисов. Наверное, вот это основной посыл создания стартеров. То есть попытаться сконцентрировать внимание команды на реализации непосредственно бизнес-задач, а не на решении вот этих вот технических вопросов, которые может быть сделано один раз, и дальше просто поддерживаться с небольшими корректировками, изменениями. Надеюсь, ответил на вопрос. Ну, я думаю, да. Слушай, смотри, следующий вопрос. Есть ли ситуации, когда Spring Boot Starter вредит, и лучше было бы написать по старинке? Хороший тоже вопрос. На текущий момент достаточно большое количество, ну, что первое может прийти в голову, да, слишком много конфигураций подгружается, тормозит время старта. Но эти все проблемы тоже решаются использованием различных индексеров, которые явно указывают, какие автоконфигурации нужно использовать. И Spring не сканирует все артефакты, он просто смотрит на этот контекст, на этот индекс-файл и использует из них классы, которые там указаны. То есть, по сути, в чем может быть здесь только, наверное, сложность, ну, как и со всем остальным другим, да,
нужно это поддерживать, и необходимо понимать. Может быть, на первом этапе от участников не потребуется глубокого знания, а важно понимать, как можно манипулировать этой конфигурацией. Но для дальнейшей поддержки необходимо понимание, что зачем включается и как можно переопределять значения. Ам, Вот. Надеюсь, тоже ответил на вопрос. Смотри, такой интересный вопрос. Есть ли возможность чтения конфигурации из хранилища Kubernetes? Чтение конфигурации хранилища Kubernetes. Да, смотрите, можно реализовать разными способами. Что у нас в Kubernetes есть? У нас есть секреты, у нас есть конфиг-мапы. И насколько я знаю, секреты можно выразить как некий файл, который замаплен на локацию в поде. Ее можно будет указать через опцию, кажется, -d spring config additional location. И таким образом можно будет подгрузить данную конфигурацию к вашему Spring контексту, явно указав ее через Java Options, которые, не знаю, там принимает ваш контейнер. Также, насколько я помню, из последнего, что есть, кажется, и сами конфигурации поддерживают конфиг-мапы и конфиг-3. Здесь, конечно, могу ошибаться, но вроде бы из последних изменений это вот внесено было в Spring Boot, кажется, 2.4 или какие-то еще версии. Точно не могу вспомнить. Ну да, можно конфигурировать разным образом. Так же, как и environment variables, конечно же, это в Kubernetes тоже поддерживается. Можно также в кричащем кейсе указать любые значения, и вы получите профит. Ну да, все так и есть. Вопрос, я не знаю, насколько он в тему бутстартеров. Все-таки ламбок это зло или помощь? Да, ребят, я здесь намеренно его не использовал, потому что я хотел показать, ну, действительно, чтобы вы были привязаны к коду, чтобы шли за мной, следовали, и вся эта магия, чтобы была в стороне. Я старался по минимуму использовать все различные подсказки, идеи. Вот, поэтому по поводу ламбока, на самом деле, я его использую на проектах. Он мне сокращает время работы с написанием каких-то реализации, да, дальнейшей поддержкой этого, потому что любое изменение, не знаю, там имени переменной влечет за собой изменение там геттера и сеттера. И, в общем, если коротко, да, я использую, мне нравится, я в этом не вижу ничего плохого. Здесь я использовал лишь для того, чтобы показать, что все реально doable и без каких даже ламбоков. Вот. Смотри, следующий вопрос. Можно ли параметры пробрасывать не из пропертей, а параметрами реквеста? Параметры пробрасывать не из пропертей, параметрами реквеста. Э, Хороший вопрос. А что именно пытаемся этим решить? Параметрами реквеста это значит, что, во-первых, они у нас должны с вами быть провалидированы, да? Для этого нам с вами нужно будет реализовать какой-то свой, не знаю, там тоже фильтр, который это валидирует. Другой вопрос, а где мы дальше будем эти параметры использовать и для чего? То есть сейчас у нас было просто логирование фильтров, использовать фильтр, который логирует запрос до и после, да, обработки его в контроллере. Я сейчас пока не понимаю, где мы эти параметры будем использовать. Ну, если честно, я тоже не совсем понимаю. Может быть, Да, уточните Антон вопрос. уточнит. Да. Так, Configuration Notation процессор имеет возможность интернационализации? О, хороший вопрос. Честно, не подскажу, надо смотреть в документацию. Не сталкивался с такой проблемой. То есть в основном язык на проекте английский, и этого достаточно было до текущего момента. Сейчас это интересный вопрос, действительно. Ну, на самом деле у Spring довольно неплохая документация, поэтому да, можно там посмотреть. Так, можно пример использования собственных стартеров с продакшена? Повтори, пожалуйста. Можно примеры использования собственных стартеров с продакшена? Собственных стартеров с продакшена. Да, вагон и маленькая тележка. Смотрите, то, что я как раз и перечислил. Реализовывал, отвечал за реализацию стартеров для cross-cutting concerns. Логинг, трейсинг. Также был, что еще был? Security. Прикручивали session.
Достаточно, то есть вот, по крайней мере, вот эти вот вещи, даже еще валидацию где-то прикручивали. То есть это вот все те вещи, которые реально использовали. Но до чего не дошли, это, конечно же, до конфигурации, допустим, клиентов. Их также можно таким же образом закидывать, как стартеры. Когда вы, не знаю, там импортируете библиотеку, которая является клиентом, к вашим эндпоинтам, и у вас магическим образом этот клиент сразу поднимается с нужной конфигурацией. Это тоже можно делать с помощью стартеров. То есть, ну, production experience есть. Да. Надеюсь, ответил. Мгм. Супер. Тоже не совсем про boot-стартеры, но про boot. Чем можно заменить Spring Boot в Lambda? В лямбда. Ну, ребят, лямбда требует быстрого, как бы холодный старт должен быть очень коротеньким, да. Java проблематично с этим взаимодействует. Как, то есть не то, что Java, сам Spring Boot достаточно тяжеловесный, он отнимает очень много времени для того, чтобы прогрузить весь контекст. Если в лямбдах необходим какой-то dependency injection, то лучше посмотреть на менее тяжеловесные фреймворки, такие как Google Juice. Кажется, еще Dagger вроде бы есть как альтернатива. Я, честно, их не использовал, но это просто вот common sense. Я бы Spring Boot не стал использовать в лямбдах, потому что действительно дорого очень время, и за это время мы платим. Поэтому лучше что-то такое, что быстрее прогревается и запускается. Да, согласен с тобой. Целесообразно ли использование стартеров при ограничении на размер артефакта? При ограничениях на размер артефакта. Под артефактом мы что имеем в виду? Fedjar или все-таки как бы просто библиотеку, да, наш сервис, который никаких к себе не подтягивает? Наверное, здесь больше все-таки говорится о Fedjar. Да, тоже хороший вопрос. И тут зависит от того, готовы ли вы ковыряться со всеми этими dependency, которые вам явно необходимы. Наверное, тут лучше идти по такой цепочке. Начать со стартеров, посмотреть, что у вас все работает, и потом постепенно отключать ненужные библиотеки и указывать явно, не используя стартеры, указывая явно ваши зависимости. Это как дальнейший enhancement. Но у этого enhancement тоже есть свои минусы. Да? Вам необходимо понимать, что вы используете, что вы оставляете. У вас должна быть проверка всего этого, потому что часть зависимости может быть для вас каким-то очень интересным образом потом открыться, что они действительно нужны. В чем преимущество стартеров и вообще, допустим, Spring Parent и Spring Boot бомов? Это проверенные зависимости команды Spring, которая разрабатывает. То есть они тестируются между друг другом, и их общее взаимодействие не нарушает работу приложения. Поэтому любое отхождение как бы приводит к своим последствиям. Последствия в случае отхождения указания своих зависимостей, отличных от релиз-трейнов, приводят к тому, что вам необходимо быть уверенным, что вы работаете с этими зависимостями хорошо, что ничего не отвалится в процессе работы. Когда вы перестаете использовать стартеры, а пытаетесь их заменить на минимальный набор библиотек, тут тоже стоит это все дело проверить обязательно. Главное не напороться на то, что она где-то потребуется при каком-нибудь там использовании дальнейшем. Наверное, вот так. Да, давай следующий вопрос, хотя ты, наверное, уже частично на него отвечал. Работая в суровом продакшене, как распознать этот момент, что именно здесь и сейчас нужно заводить свой кастомный Spring Boot стартер? Да, то есть, еще раз повторюсь, вы должны посмотреть на то, что у вас реализовано, и, по сути, первым сигналом для этого является некие конфигурационные элементы, которые не связаны с бизнес-логикой. Почему не бизнес-логика? Да, как бы это тоже common sense, потому что шарить бизнес-логику между несколькими сервисами – это как бы вы немножко наступаете на грабли. Почему? Потому что дальнейшая поддержка этого выступает гораздо дороже, чем шаринг конфигураций, потому что бизнес-логика может меняться быстрее, чем конфигурация. И одному сервису она будет нужна, второму она будет не нужна. Поэтому первый знак. У вас появились какие-то дополнительные конфигурации, какие-то вещи вокруг, не знаю, там какого-то конфигурации транспорта, чего-то еще, каких-то лейеров дополнительных.
это уже первый сигнал, что это необходимо выносить в стартер. И главное, что это у вас повторяется среди нескольких сервисов. Если пока что это торчит только в одном сервисе, не надо никуда торопиться. Дождитесь, пока это начнет проявляться и будет требование в другом сервисе. Если уже как don't repeat yourself, да, 2 раза, если одно и то же, то, наверное, уже имеет смысл задуматься и вынести в отдельный стартер и написать на это тесты, чтобы спали спокойно по ночам, были уверены в вашем стартере, что он запускается, работает, и дальнейшая поддержка для новых людей, которые будут приходить, была максимально проста, потому что если есть тесты, то всегда можно понять, какая логика под этим закрадывалась. Наверное, так. Спасибо. Давай следующий вопрос. Какой будет размер феджара у этого простого стартера? Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Fedjar. Так, сам стартер. Сам стартер, по сути, он не является никаким феджаром. Это, опять же, библиотека, у которой есть зависимости прописанные. То есть она в себе ничего не тянет за собой. Тянет за собой сам сервис, который этот наш стартер будет использовать. Поэтому сам вес библиотеки, дайте посмотрю, который получился, ну, блин, сам source код, да, ребят, это очень мало. Это всего 6 килобайт. Это source код, который я тут нарисовал. Как будет выглядеть наш команда clean install для сервиса Signature? Давайте поглядим. Иду смотреть. Так, jar. Ага. Сейчас чекнем. Он 18,6 мегабайт весит. Ну, мы там понимаем, да, что туда прилетело. Всякие веб-стартеры, логинги, куча всего того, что мне потребовалось для демонстрации. И особо не было необходимости как-то вычленять отдельные зависимости специально для этого. Но всегда можно, наверное, пойти по пути уменьшения размеров и определить именно то, что больше требуется. Ну, я думаю, этот вопрос был потому, что люди уже сталкивались со Spring Boot и с размерами его джарок, поэтому боятся, что и стартеры будут столько места отъедать. Смотри, следующий вопрос. Можно написать, поправить твой стартер, чтобы логинация писалась в базу данных для легкого дебага в будущем? Логинг в базу. Я думаю, да, то есть что нам нужно? Такой же фильтр. Внутри этого фильтра можно посмотреть, будет ли расширяемый Commons Request Login фильтр. Если да, то, пожалуйста, добавляйте, ну, как, опять же, как стартовую зависимость можно добавить Spring Boot, не знаю, там дата плюс какой-нибудь storage драйвер для него, да, или же наоборот, ожидать, что это будет вам поставлено и сделать различные conditional on, и только в том случае, если есть необходимый, допустим, data source, только в том случае принять данную конфигурацию, а в остальных она просто будет игнорироваться. То есть тут зависит от того, какие потребности вы хотите этим добавить. Скорее всего, лучше идти от того, что у вас нету никакого дата source, вы его ожидаете, вы его не определяете, и ожидаете, что он будет предоставлен сервисом. И только в случае того, что если он реально предоставлен сервисом, он есть в контексте, только тогда эта ваша конфигурация срабатывает, и включается ваш request login фильтр, который работает с базой данных, который учитывает path, verb, не знаю, там query string и прочие вещи. Вот, наверное, это будет самой правильной реализацией. То есть не форсить консюмеров этого стартера, притаскивая им зависимости на дата-сорсы какие-то, да, на какие-то библиотеки. Просто объявляем, что мы ожидаем data-source, и если он есть в контексте, то только тогда мы применяем данную конфигурацию. В всех остальных случаях она применена не будет. И все. Да, согласен с тобой, только от себя добавлю, что, наверное, если вы хотите, чтобы логи проще читались, наверное, лучше все-таки их писать не в базу, а в stdout или в файл, и оттуда уже куда-то в Elastic вычитывать, чтобы проще искать. Так, что у нас осталось? А это точно рандомайзер? Это, наверное, вопрос не к тебе, а к рандомайзеру. Тимофей, ты, наверное, на мьюте сейчас? Не, здесь, да. Супер. Про рандомайзер я ничего не могу сказать. Я впервые его вижу.
Я потом чуть позже пошарю, покажу, что это на самом деле рандомайзер, просто так получилось. Так, например, при перф-тестинге, я так понимаю, это перформанс-тестинг, отключать и включать логирование в рантайме или в случае, когда тяжелый контейнер долго стартует? Отключать в рантайме. Тоже, наверное, реализуемо. То есть, что у нас есть? У нас будет bin, ну, как бы, получается, в контексте есть некая ссылка на наш, допустим, request login фильтр, и вы всегда можете ее заиспользовать и указать ему нужную переменную. Ну, опять же, нужно будет модифицировать, конечно, наш логин фильтр, но таким образом тоже можно взаимодействовать и динамически отключать, если это требуется в рантайме, да, таким образом. Как-то еще, наверное, я честно не знаю, но какие еще могут быть опции? Как-то заложиться, может быть, на GMX Properties, и тоже как вариант, да, у нас стартнул контекст, у него есть mbin, и в этом mbin вы просто через доступ говорите, что такой флажок false, и сразу же применяется конфигурация, и больше ничего не логируется. То есть вариантов масса, главное для себя найти адекватный по времени реализации и по дальнейшей поддержке и удобству. Так, что у нас осталось? Есть ли еще способ решения подобной задачи, или это самое оптимальное? Решение задачи логирования? Видимо, да, тут не уточняется. Честно, не знаю, это просто как пример. Я использовал значение, ну, как бы дефолтное фильтр, предлагающийся Spring Web. Можно нарисовать свой фильтр. Как вы могли заметить, там логируется только входящий запрос, а выходящего запроса там не было, да? И в этом нам ничего дефолтно не поможет. И нам придется либо искать библиотеки, которые это предоставляют, и добавлять, да, свой фильтр, или же рисовать самому реализацию со всеми буферт, input и output ридерами и всей этой вытекающей портянкой, потому что это все тоже достаточно сложно, насколько мы все знаем. Output stream читается только один раз, да, и второй раз, чтобы прочитать, нужно будет откуда-то взять, поэтому нужны будут свои обертки над имеющимися HTTP-респонсами и HTTP-реквестами. Смотри, такой интересный вопрос. Есть ли ограничения на глубину вложенности стартер в стартер и так далее? Ограничение на глубину вложенности. Мне кажется, нет, потому что это все резолвится на уровне транзитивных зависимостей. То есть за нас все это решает билд-скрипт наш. В нашем случае это Maven. У него есть зависимости, у него также есть понятие как транзитивные зависимости. Это те, которые притягиваются зависимостями зависимостей. Вот. Поэтому для себя Maven строит определенный, как это называется, Effective POM. И в этом Effective POM прописаны все зависимости уже в плоской структуре, не вот в той, которую мы с вами видим. Вот, кажется, так, если я ничего не ошибаюсь. Так, по-моему, вопросы закончились. Единственное, вижу, розыгрыш куплен. Это не вопрос, это утверждение, наверное. Я чуть позже покажу, что рандомайзер работает, и просто так совпало. Тимофей, слушай, надо выбрать самый интересный вопрос. Да, сложная задача. Так. Меня действительно поставил в тупик вопрос с интернационализацией. Я такого не знаю и не знал ответа, и, наверное, вот меня сейчас подвигнет это сходить посмотреть, поэтому я думаю, что для меня это был интересный вопрос. Ну, слушай, отлично. Тогда победитель выбран. Он получит от нас лицензию на идею Ultimate. Только обязательно нужно, чтобы победитель связался с MJC через Инстаграм. Да, я думаю, напишите в личку в Инстаграм, что мы придумали, как передать лицензию. И последнее, наверное, у нас там были вопросы по поводу розыгрыша. Я сейчас покажу, что
Рандом — это рандом. На самом деле видно экран. Тимофей, подскажи, пожалуйста. Да, мне видно. Ну, супер. Давай я понажимаю несколько раз на кнопки. Мгм. Ну, то есть, Да, вон 2 раза единичка была. Ну, как бы. ну, это нормально, да? Мгм. Поэтому все нормально. Так. Отлично. Я думаю, у нас все. Еще раз спасибо тебе, Тимофей, что рассказал про Spring Boot стартеры. Действительно, Вам очень спасибо. познавательно. Да, и добавлю, что подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в Telegram-чат, в Instagram, чтобы не пропускать новые ивенты. И спасибо всем, кто сегодня присоединился. До следующего ивента. Пока. Да, ребята, всем спасибо. Пока-пока. И все.